В феврале 2024-го ледяная стена на побережье Антарктиды обрушилась за 72 часа, и под ней оказалось нечто, что ученые отказываются официально комментировать до сих пор. Спутниковые снимки зафиксировали структуру длиной более 18 километров с правильными геометрическими углами, уходящую вглубь континента. Это не скала и не ледниковое образование, это что-то построено. Вы думаете, что Антарктида просто замерзшая пустыня без истории? То, что скрывалось под этим льдом, переписывает все, что мы знали о древних цивилизациях. Норвежская геологическая экспедиция работала в секторе Королевы Мод в январе 2024-го, когда сейсмографы зафиксировали аномальный сигнал под шельфовым ледником Фимбл. Сигнал не совпадал ни с одним известным геологическим паттерном. Он повторялся с интервалом в 7 секунд, как метроном. Через 12 дней после первого сигнала восточный участок ледника Фимбул обрушился в море. Объем льда составил около 2 кубических километров. Руководитель группы Эрик Хансен отправил данные в Осло и получил ответ через 6 часов. Продолжайте наблюдение. Никаких публичных заявлений. Это не рекорд для Антарктиды, но скорость обрушения оказалась аномальной. Да, весь процесс занял 71 час вместо обычных нескольких недель постепенного откола. Американский спутник серии Landsat сделал снимок обнажившейся поверхности через 48 часов после обрушения. Снимок был засекречен в течение 9 минут после публикации в открытом реестре НАСА. Но этого времени хватило, чтобы несколько независимых исследователей успели сохранить файл. На снимке видна темная полоса протяженностью около 18,5 километров. Края полосы прямые, не приблизительно прямые, идеально прямые, с отклонением менее 3 метров на всей длине. Под углом 90 градусов от нее отходят 4 поперечных элемента одинаковой длины, по 3,2 километра каждый. Геолог из Кейптаунского университета Марина Стейн опубликовала в своем личном блоге анализ снимка, указав, что природные процессы не создают структуры с такой геометрической точностью. Антарктида промерзала постепенно. Ее блог был удален через 3 суток. Сама Стейн заявила, что переосмыслила вывод. 34 миллиона лет назад континент начал покрываться льдом, но полное оледенение произошло значительно позже, около 2,5 миллионов лет назад. Это означает, что до этого момента значительная часть Антарктиды была сушей с климатом, пригодным для жизни. Карта Пири Рейса, составленная в 1513 изображает береговую линию Антарктиды без льда, с реками, горными хребтами и заливами, которые современная наука подтвердила только после радарного зондирования в 20 веке. Сам Пири Рейс указал, что скопировал карту с источников, которые были намного древнее. Геофизики британской антарктической службы провели радарное зондирование района обрушения в марте 2024-го. Результаты показали, что структура уходит под сохранившийся лед еще на 23 километра. Полная длина объекта свыше 41 километра. На глубине 800 метров радар зафиксировал правильные прямоугольные полости размером примерно 60 на 40 метров каждая. Таких полостей насчитали не менее 12, расположенных с равными промежутками. Официальный пресс-релиз британской антарктической службы описал находку как систему субглициальных каналов вулканического происхождения. Ни один вулканический процесс не создает каналы прямоугольного сечения с равными интервалами. В мае 2024 к месту обрушения направилось исследовательское судно «Академик Трешников» под российским флагом. Судно провело в районе координат 71 градус южной широты 11 суток. Данные экспедиции засекречены по решению Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга. Единственное, что просочилось в открытый доступ, фотография, сделанная одним из членов команды и опубликованная в закрытой группе. На фотографии виден темный прямолинейный выступ над поверхностью воды. Рядом стоит человек. Выступ возвышается над ним примерно втрое. За это время ее успел скачать и проанализировать Джеймс Форд, бывший аналитик дистанционного зондирования из Университета Колорадо. Фотография из закрытой группы разошлась по исследовательским форумам за 18 часов до того, как ее начали массово удалять. Форд установил, что материал выступа не соответствует ни одной известной антарктической породе. Цвет, текстура поверхности и отражение света указывали на искусственно обработанный камень. Предположительно, базальт с механически выровненной поверхностью. Но не это стало главной аномалией. В июне 2024-го автоматическая сейсмическая сеть Антарктиды зафиксировала серию подземных толчков в районе обнаженной структуры. Магнитуда каждого не превышала 2,3, ниже порога ощущения человека. Необычным было другое. Толчки шли строго снизу вверх, из глубины 800 метров к поверхности. Классические тектонические процессы дают горизонтальное или диагональное распространение волн. Вертикальный вектор снизу вверх с фиксированной точки источника зафиксирован
зафиксирован не был ни разу за всю историю антарктических сейсмических наблюдений с 1958 года. Источник толчков находился точно под одной из 12 прямоугольных полостей, которые радар британской антарктической службы зафиксировал. Чилийская антарктическая станция «Профессор Мартинес» расположена в 340 километрах от места обрушения. В июле 2024 ее приборы зарегистрировали устойчивый электромагнитный фон частотой 7,83 Гц. Эта частота хорошо известна физикам. Она называется резонансом Шумана и является естественным электромагнитным фоном Земли. Проблема в том, что сигнал с чилийской станции не совпадал с глобальным резонансом Шумана. Он шел отдельно, был на 4 дБ мощнее и имел точечный источник, именно там, где находилась структура. Технический директор станции Карлос Варгас отправил данные в Сантьяго с пометкой «Требует немедленной проверки». Ответ пришел через 2 недели. Оборудование требует калибровки, данные невалидны. Варгас проверил оборудование трижды. Все 3 раза результат был идентичный. В августе 2024 норвежец Эрик Хансен, тот самый, кто первым зафиксировал сейсмическую аномалию в январе, дал анонимное интервью немецкому подкасту о геофизике. Он сообщил, что в феврале, за несколько дней до обрушения ледника, температура грунта непосредственно под восточным участком Фимбула поднялась на 3,7 градуса по Цельсию за 72 часа. Источник тепла располагался на глубине от 700 до 900 метров. Никакой вулканической активности в этом районе геологические карты не фиксируют. Хансен прямо сказал: тепло шло не снизу из мантии. Оно шло из конкретной точки на глубине 800 метров и двигалось вверх к поверхности, равномерно прогревая лед над собой. Именно это и вызвало ускоренное обрушение. Ледник не откололся от механического давления. Он растаял снизу за 3 суток. Что-то под ним включилось. 41 километр — это длина, которую зафиксировал британский радар. Но в сентябре 2024-го независимый анализ спутниковых данных гравитационной миссии Грейс показал другую цифру. Аномалия гравитационного поля под ледником Фимбул и прилегающим районом охватывает зону длиной 183 километра и шириной 61 километр. Это означает, что под поверхностью находится объект или комплекс объектов плотностью выше окружающей породы. Иначе гравитационной аномалии не возникает. Для сравнения, площадь этой зоны превышает площадь Москвы в пределах кольцевой дороги. Гравитационные аномалии сами по себе не редки. Антарктида полна ими из-за неравномерного спиригмерного распределения горных пород под льдом. Но аномалия над структурой Фимбул имеет одну особенность, которую геофизики не могут объяснить стандартными моделями. Она симметрична. Гравитационное поле распределено относительно центральной оси с точностью, которая в природных образованиях не встречается. Горные массивы, вулканические плато, тектонические блоки — все они дают асимметричные гравитационные сигнатуры. Здесь симметрия выдержана на протяжении 183 километров. Австралийский геофизик Питер Маккормак из университета Мельбурна опубликовал препринт в октябре 2024, в котором предложил единственную геологическую модель, способную объяснить такую симметрию: регулярно повторяющиеся слои материала с чередующейся плотностью, расположенные горизонтально. Он назвал это стратифицированным субглициальным образованием. В том же препринте Маккормак написал, что вероятность естественного происхождения такой стратификации на данной площади составляет менее 0,01%. Препринт прошел первичную проверку и был принят к рассмотрению в журнале Geophysical Research Letter. Через 3 недели Маккормак отозвал его без объяснений. В частной переписке, которую опубликовал его бывший аспирант, Маккормак написал одну фразу: «Мне настоятельно порекомендовали подождать». Радарное зондирование, которое провела британская антарктическая служба в марте, охватывало только западный край обнаженной зоны. Участок около 8 километров. В ноябре 2024-го немецкий институт Альфреда Вегенера выполнил повторное зондирование с воздуха, накрыв площадь в 4 раза больше. Результаты немцы не публиковали. Однако технический отчет об использовании самолета лаборатории Polar-6 содержит косвенные данные. Расход топлива за полетную сессию соответствует маршруту протяженностью около 240 километров над одним районом. Это в 6 раз больше, чем требуется для стандартного геофизического профиля. Они летали над этим местом 6 раз. Высота внешней части обнаженной структуры, той, что видна над водой после обрушения ледника, составляет от 8 до 12 метров. Это то, что торчит над поверхностью. Радар показывает, что основание уходит на 800 метров вниз. Если принять среднюю высоту поперечного сечения структуры хотя бы в 200 метров на всем протяжении 183 километров, объем материала сопоставим с объемом 3000 египетских пирамид Хеопса. Ни одна известная древняя цивилизация не строила в таких масштабах. Ни одна известная. Вопрос о строителях упирается в одну цифру: 2,5 миллиона лет. Именно столько лет назад Антарктида окончательно замерзла.
Все, что находится под льдом на глубине 800 метров, оказалось там до этого момента или было помещено туда уже под льдом. Второй вариант технически невозможен. Пробурить 800 метров льда и построить объект объемом в 3000 пирамид незаметно не получится ни у одной современной цивилизации. Значит, это построили до оледенения. 2,5 миллиона лет назад на Земле не существовало Homo sapiens. Теперь, когда мы раскрыли загадку Антарктиды, может так и взять. Стоит обратиться к более простым загадкам. Например, как найти все крутые нейросети в одном месте? Заходите на playprofit.com. По ссылке в описании вас ждут все популярные инструменты и бонус 500 токенов при регистрации. Наш вид появился около 300 тысяч лет назад в Африке. Homo erectus, существовавший 2,5 миллиона лет назад, изготавливал каменные рубила и не строил многокилометровых симметричных структур из обработанного базальта. Это факт палеонтологии, который не оспаривается. Здесь возникают три версии. И все три одинаково неудобны для официальной науки. Первое. Структуру построила неизвестная земная цивилизация, существовавшая до оледенения. Эта версия требует полного пересмотра хронологии развития разумной жизни на Земле. Геолог Роберт Шох из Бостонского университета, тот самый, кто передатировал сфинкса в Гизе на период не менее 10 тысяч лет назад по следам водной эрозии, заявил в интервью в ноябре 2024, что антарктические данные полностью совместимы с концепцией доисторической высокоразвитой цивилизации. Шох ссылается на шумерские тексты, в которых упоминаются те, кто пришел до потопа и владели знаниями строительства, недоступными людям того времени. Вторая версия. Структура построена не людьми вообще. Эту позицию публично не занимает ни один действующий ученый по очевидным карьерным причинам. Однако в 1993 году группа американских военных аналитиков подготовила закрытый доклад под названием «Проект Икар», в котором рассматривались сценарии обнаружения внеземных артефактов на Земле. Доклад был рассекречен частично в 21 веке через запрос по закону о свободе информации. В одном из параграфов прямо указано: наиболее вероятным местом долгосрочного хранения внеземного объекта на Земле является полярный регион ввиду геологической стабильности и изоляции. Третья версия совмещает первые две и звучит следующим образом. Структуру построила земная цивилизация, но с использованием технологий или знаний внешнего происхождения. Эта версия объясняет масштаб. 3000 пирамид при наличии разумного существа, которое в принципе могло принять решение строить. Ни одна из трех версий не является доказанной. Но одна деталь выбивается из всех трех и не вписывается вообще ни в какую модель. В декабре 2024 группа независимых исследователей применила к спутниковым снимкам обнаженной части структуры метод термографического анализа. Измерение разницы температур поверхности в инфракрасном диапазоне. Снимки делались в условиях полярной ночи, когда солнечный нагрев исключен полностью. Результат показал, что отдельные участки поверхности структуры теплее окружающей породы на 1,4 градуса по Цельсию. Структура выделяет тепло изнутри. Неостаточное геотермальное тепло породы, оно было бы равномерно. Тепло идет точечно из конкретных участков, совпадающих по координатам с теми самыми 12 прямоугольными полостями, которые зафиксировал британский радар. Каждая из 12 полостей теплая. Промежутки между ними холодные, как окружающий базальт. Что бы это ни было, оно продолжает работать. 12 теплых полостей — это не единственное, что объединяет структуру Фимбул с другими точками на планете. В январе 2025-го картограф-любитель из Бразилии Паулу Салвес наложил координаты антарктической аномалии на карту глобальных геомагнитных аномалий. Результат опубликован на его личном сайте и с тех пор не удален. Видимо, потому что никто не счел его достаточно опасным. Структура Фимбул находится на одной геодезической линии с тремя объектами: плато Наска в Перу, комплексом Гобекли-Тепе в Турции и подводной структурой у берегов острова Йонагуни в Японии. Геодезическая линия — это кратчайший путь между двумя точками на поверхности сферы. То, что 4 аномальных объекта лежат на одной такой линии, может быть совпадением. Вероятность этого совпадения Салвес не считал, он не математик. Но американский топограф Карл Мунк потратил 20 лет на анализ координат древних мегалитических объектов и установил, что большинство из них расположены в точках, связанных математическими соотношениями через число π и квадратный корень. И структура Фимбул в его систему не включена. Мунк умер в 2019 за 5 лет до обрушения ледника. Гобекли-Тепе датируется 12 тысячами лет назад и является старейшим известным монументальным сооружением на Земле. Его строители неизвестны. Культура, создавшая комплекс, не оставила других следов. Комплекс был намеренно засыпан землей около 10 тысяч лет назад. Кем-то, кто хотел его сохранить или скрыть. Йонагуни — подводная терраса у берегов Японии с прямыми углами, ровными платформами и тем, что выглядит как лестницы, высечена в породе и уходит на 27 метров под воду. Она затоплена
затоплена около 10 тысяч лет назад, когда уровень мирового океана поднялся после таяния ледников в конце последнего ледникового периода. 10 тысяч лет назад. Это дата, которая повторяется применительно к нескольким загадочным объектам одновременно. В феврале 2025-го швейцарский лингвист Клаус Реннер опубликовал сравнительный анализ мифов о потопе из 28 не связанных между собой культур. Шумеры, майя, греки, индусы, аборигены Австралии, народы Центральной Африки — все они описывают катастрофу, после которой боги или великие строители ушли под воду или под лед. Реннер обратил внимание на конкретную деталь. В 17 из 28 текстов упоминается, что ушедшие оставили свои дома нетронутыми и вернутся, когда лед растает. Антарктический лед тает. Скорость таяния в 2024 году была рекордной за все время спутниковых наблюдений с 1979. В марте 2025-го чилийский подводный дрон автономного базирования, запущенный со станции «Профессор Мартинес», достиг подводной части обнаженной структуры и передал серию фотографий до того, как потерял связь. Дрон не вернул. Фотографии были переданы в автоматическом режиме на береговой сервер и оттуда утекли в сеть через 4 часа. На 2 из 7 снимков видна поверхность структуры под водой. Поверхность покрыта регулярными углублениями, рядами с одинаковым шагом. Это не эрозия. Углубления имеют одинаковую глубину и форму. Это обработка поверхности. Кто-то работал с этим камнем-инструментом. Молчание науки в этом деле организовано слишком чисто, чтобы быть случайным. За 14 месяцев с момента обрушения ледника Фимбул ни одно крупное научное издание не опубликовало ни одной рецензируемой статьи непосредственно об аномалии. Журнал Nature получил 3 независимые заявки на публикацию. Все 3 отклонены на этапе редакционного рассмотрения без внешнего рецензирования. Это нарушение стандартной процедуры. По правилам журнала, отказ без рецензии возможен только если материал очевидно не соответствует научному уровню издания. Все 3 группы авторов — действующие сотрудники университетов с публикационным индексом выше среднего по дисциплине. Питер Маккормак, отозвавший свой препринт в октябре, в апреле 2025-го, дал короткое интервью австралийскому научному подкасту. Его спросили напрямую, почему он отозвал работу. Маккормак ответил: «Я получил информацию, которая изменила мои выводы». Ведущий спросил, какую именно информацию. Маккормак сказал: «Я не могу это обсуждать», и сменил тему. Человек, который 20 лет изучал геофизические аномалии и никогда не уклонялся от острых вопросов, отказался объяснить собственное научное решение. Карлос Варгас с чилийской станции «Профессор Мартинес», тот, кто трижды проверял оборудование и каждый раз получал одинаковый аномальный сигнал. В феврале 2025-го был переведен на административную должность в Сантьяго. Официальная причина — реструктуризация полевых операций. Варгас проработал на антарктической станции 9 лет и никогда прежде не выражал желания покидать полевую работу. Его преемник на станции прибыл через 3 недели и в первый же месяц опубликовал технический отчет, в котором электромагнитные показания предыдущего года объяснил систематической ошибкой датчика. Датчик при этом не заменял. Эрик Хансен после анонимного интервью в августе 24-го прекратил любую публичную активность. Его страница в академической сети ResearchGate не обновлялась с сентября. Норвежский геологический институт, где он работал, на запросы журналистов отвечает стандартной фразой: «Доктор Хансен сосредоточен на текущих исследовательских проектах». Джеймс Форд из университета Колорадо, аналитик, идентифицировавший материал выступа как обработанный базальт, в ноябре 24-го опубликовал в своем университетском профиле новую тему исследований: оптические иллюзии в интерпретации спутниковых данных полярных регионов. Это прямая противоположность его предыдущих выводов, оформленная как новое научное направление. Паттерн очевиден. Каждый исследователь, публично приблизившийся к теме структуры Фимбул, либо замолчал, либо изменил позицию, либо сменил место работы. Ни один из них не был публично дискредитирован, не потерял ученую степень и не подвергся открытой критике. Давление было тихим и эффективным. В мае 2025-го бывший сотрудник Национального научного фонда США, пожелавший остаться анонимным, передал документ журналисту-расследователю Майклу Тернеру. Документ представлял собой внутреннюю служебную записку, датированную мартом 2025-го. В ней говорилось следующее: публичное обсуждение объекта Фимбул-Альфа недопустимо до завершения протокола первичной оценки. Все запросы СМИ и академических структур перенаправлять в Координационный комитет антарктических исследований. 2 детали в этом документе важны отдельно. Первое. Объект уже имеет официальное кодовое название — Фимбул-Альфа. Это означает, что внутри системы он давно классифицирован и изучается. Второе. Существует протокол первичной оценки. Стандартизированная процедура, разработанная заранее для именно такого случая. Протоколы не разрабатывают для того, чего не ожидают найти. В июне 2025-го Норвегия в одностороннем порядке расширила охраняемую морскую зону вокруг архипелага Буве, норвежской территории в Южном океане, до 300 морских миль.
Официальное обоснование – защита экосистемы антарктических вод. Буве находится в 1800 километрах от структуры Фимбул. Расширенная зона охватывает в том числе район непосредственно над обнаженной структурой. Любое судно, входящее в зону без разрешения норвежских властей, подлежит задержанию. Это первый случай в истории, когда государство установило морскую охраняемую зону вокруг территории, находящейся за 1800 километров от нее. Австралийское исследовательское судно Investigator вошло в зону в июле 2025 для планового океанографического маршрута, согласованного еще в 2023 году. Судно получило радиопредупреждение через 40 минут после пересечения границы. Еще через 2 часа его встретил норвежский патрульный корабль береговой охраны «Свальбард» и сопроводил за пределы зоны. Австралийские океанографы не успели выполнить ни одного измерения. Норвегия развернула патрульные суда в антарктических водах впервые за всю историю своего присутствия в регионе. До 2024 года единственные норвежские суда в этих водах были научными. В августе 2025 частный исследователь из Нидерландов Вильям де Хаан зафрахтовал небольшое рыболовное судно и предпринял попытку приблизиться к структуре Фимбул с юго-восточного направления через международные воды в обход норвежской зоны. Де Хаан вел прямую трансляцию в интернете. Трансляция оборвалась, когда судно находилось в 40 километрах от структуры. За несколько минут до обрыва связи Де Хаан сообщил, что видит 2 военных вертолета без опознавательных знаков. Через 6 часов он вышел на связь с берегом по спутниковому телефону и сообщил, что судно остановлено и проверяет. Он назвал это обычным досмотром. Больше Де Хаан публично к этой теме не возвращался и удалил все материалы трансляции со своих каналов. Вертолеты без опознавательных знаков в открытом море над нейтральными водами – это нарушение международного морского права. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за этот инцидент. Ни одно государство не было обвинено. Договор об Антарктиде 1959 года запрещает военное присутствие на континенте и гарантирует свободу научных исследований. В сентябре 2025 на закрытом заседании консультативного совещания по договору об Антарктиде в Брюсселе рассматривалась поправка о введении зон временного ограничения доступа для объектов, представляющих угрозу научной или экологической безопасности. Текст поправки не был опубликован. Источник внутри делегации одной из стран-участниц сообщил агентству Рейтер, что поправка касается конкретного района шельфового ледника Фимбул и предусматривает ограничение доступа сроком на 25 лет. 25 лет. Стандартный срок засекречивания в большинстве государственных систем. В октябре 2025 спутниковый оператор компании Planet Labs исключил координаты района Фимбул из открытого каталога снимков. Официальная причина не указана. До этого момента снимки обновлялись ежедневно и были доступны по подписке любому пользователю. Теперь запрос на снимки этого района возвращает сообщение: данные недоступны для данного региона. Район площадью около 8000 квадратных километров просто исчез с коммерческих спутниковых карт. В ноябре 2025 в сеть утекли 47 страниц внутреннего доклада, подготовленного для Координационного комитета антарктических исследований. Документ опубликовал анонимный источник через зашифрованный канал. Подлинность документа не подтверждена официально, но и не опровергнута. Структура текста, система классификации и форматирования соответствует стандартам межправительственных научных докладов. 3 независимых эксперта по документальной верификации, изучивших файл, не нашли признаков фальсификации. Доклад называется Фимбул Альфа. Предварительные результаты протокола первичной оценки. Дата составления — сентябрь 2025. На 3-й странице доклада содержится следующее утверждение. Объект не является природным геологическим образованием. Вероятность антропогенного или иного разумного происхождения оценивается рабочей группой в 97,3%. 97,3% — это не предположение. Это официальная оценка межправительственной рабочей группы, составленная по результатам 14 месяцев закрытых исследований. Далее в докладе следуют конкретные данные. Образцы материала, извлеченные со структуры подводным манипулятором в мае 2025, прошли радиоизотопный анализ в 3 независимых лабораториях. Возраст последней термической обработки материала, то есть момент, когда камень в последний раз нагревался до высокой температуры в результате целенаправленного воздействия, составляет от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч лет. Не 2,5 миллиона. Не 10 тысяч. От 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч лет назад. Кто-то нагревал этот камень до температуры выше 800 градусов по Цельсию. Именно так обрабатывают базальт при строительстве. 800 тысяч лет назад на Земле существовал Homo erectus. Он умел добывать огонь. Он не умел нагревать базальт до 800 градусов и формировать из него симметричные конструкции длиной в 183 километра. На 22-й странице доклада описаны результаты анализа электромагнитного сигнала, который фиксировала чилийская станция. Сигнал имеет модуляцию. Это не постоянный фон, это изменяющийся сигнал с повторяющейся структурой. Период повторения составляет 723 секунды. Внутри каждого периода зафиксировано 18 различимых импульсов разной амплитуды. Рабочая группа не смогла идентифицировать сигнал как природный процесс ни по одному известному физическому механизму. На 38-й странице содержится информация, которая объясняет масштаб засекречивания.
засекречивания. Термографический анализ, проведенный в апреле 2025 с воздуха, показал изменение теплового рисунка структуры по сравнению с декабрем 24. 3 из 12 теплых полостей стали холоднее. Две новые точки теплового излучения появились там, где их прежде нет. Тепловой рисунок структуры меняется. Это означает только одно: внутри что-то движется или перераспределяет. На 44-й странице, последней содержательной перед приложениями, рабочая группа формулирует рекомендацию. Она состоит из одного абзаца. Учитывая активный характер объекта, его масштаб и невозможность идентификации природы источника энергии, рабочая группа рекомендует поддержание режима полного информационного контроля до получения результатов глубокого бурения. Публичное раскрытие информации на данном этапе создает неприемлемые социальные риски, природу которых рабочая группа не уполномочена оценивать. Неприемлемые социальные риски. Межправительственная научная группа, составленная из геофизиков и геологов, написала о социальных рисках и признала, что не уполномочена их оценивать. Это означает, что оценкой рисков занимается кто-то другой. Кто-то, кто стоит выше геофизиков в этой цепочке принятия решений. Глубокое бурение, упомянутое в рекомендации, началось, судя по логистическим данным антарктических портов, в октябре 2025. В порт Кейптауна в сентябре прибыло буровое оборудование, способное работать на глубинах до 1,5 километра. Оборудование было перегружено на судно без опознавательных знаков флага и ушло в южном направлении. Что они найдут на глубине 800 метров в одной из 12 прямоугольных полостей, неизвестно. Но они явно знают достаточно, чтобы туда идти. Буровое судно вернулось в Кейптаун в декабре 2025. Оно провело в районе Фимбл 68 дней. Манифест груза при входе в порт содержал одну строку: научное оборудование, образцы породы. Таможенный досмотр не проводился. Судно имело дипломатический статус через механизм межправительственного научного соглашения. Ни один из членов экипажа не дал интервью. Ни один не опубликовал ничего в социальных сетях. За 68 дней, пока судно находилось в море. 68 человек хранили полное молчание 2 с лишним месяца. Добровольно или нет, неизвестно. В начале истории был задан вопрос: что скрывалось под антарктическим льдом? Теперь на него есть частичный ответ, собранный из утечек, анонимных источников и данных, которые не успели засекретить. Под льдом находится искусственная структура длиной более 183 километров, построенная от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч лет назад из термически обработанного базальта. Она содержит 12 прямоугольных полостей на глубине 800 метров. Она выделяет тепло. Она излучает модулированный электромагнитный сигнал с периодом 723 секунды. Ее тепловой рисунок изменился за 4 месяца наблюдений. Это факты из официального межправительственного доклада с оценкой вероятности искусственного происхождения в 97,3%. Что это меняет? Зависит от того, что найдут на глубине 800 метров. Если полости пусты, это означает, что кто-то построил крупнейшее сооружение в истории Земли почти миллион лет назад и исчез. Если полости не пусты, это означает кое-что другое, и именно поэтому существует протокол первичной оценки, разработанный заранее. Протоколы не пишут для пустых комнат. Антарктический договор 1959 года был подписан 12 государствами в разгар Холодной войны. СССР и США поставили подписи в один день. Это единственный случай в истории Холодной войны, когда две сверхдержавы подписали международное соглашение одновременно без предварительных публичных переговоров. Договор запрещает военное присутствие, гарантирует научную свободу и устанавливает Антарктиду как общее наследие человечества. Он также содержит статью 12, которая позволяет пересмотреть любое положение договора по решению консультативного совещания без публичного голосования. Некоторые исследователи давно задавались вопросом: зачем в 1959-м обе сверхдержавы так торопились закрыть Антарктиду от остального мира? Что они уже знали тогда? Американская операция High Jump под командованием адмирала Ричарда Бёрда прошла в 46-47 годах. Флот из 13 кораблей, 4800 человек личного состава и 33 самолетов был официально отправлен для картографирования побережья. Операция была рассчитана на 8 месяцев, свернута через 2. Бёрд никогда публично не объяснил причину досрочного возвращения. В частном дневнике, опубликованном после его смерти в 1957-м, есть одна запись без даты. Здесь есть то, к чему мы не готовы. Через 12 лет после операции High Jump был подписан Антарктический договор. Сейчас декабрь 2025-го. Буровое судно вернулось. Образцы доставлены. Где-то в закрытой лаборатории ученые смотрят на то, что подняли с глубины 800 метров из одной из 12 прямоугольных полостей структуры Фимбул-Альфа. Координационный комитет антарктических исследований проведет следующее закрытое заседание в феврале 2026. Публичного объявления не будет. Его не было никогда. С 1947 года, когда Бёрд вернулся на 2 месяца раньше срока и написал в дневнике то, что написал. Лед продолжает таять. Структура продолжает работать. Мир продолжает не знать.